В прошлых видео о Катаре я рассказывала о том, как страну завоевывали. То Иран, то Турция, то Бахрейн. Потом Катар попал в грабительскую зависимость от Британии. Потом здесь нашли нефть и газ, потом прогнали британцев и построили самое богатое государство в мире. Я вам рассказывала о том, как брат свергал брата, а сын отца. А сегодня мы узнаем историю самого необычного города Катар. И еще о том, как Катар пережил блокаду. Вообще мы приехали в очень красивый район Дохи. Ну не совсем Дохи, это пригород Дохи. И это пригород Дохи, называется он Лусаил. Его построили специально для нас, потому что другого предназначения я не вижу. Мы хоть сюда приехали, сейчас погуляем, а больше здесь никого нет. Но на самом деле его, конечно, построили не совсем для нас, его построили для проведения чемпионата мира по футболу. Туристы приехали, посетили чемпионат мира, разъехались, а район так и стоит пустой. И не просто стоит пустой, он продолжает строиться. Сейчас здесь мы, как в очень красивой декорации при этом находимся, и вокруг работяги, строители, которые продолжают здесь что-то строить. Парковку найти здесь просто выбирай любую, в лучших местах, все пусто, парковки пустые, мы тут же запарковались. Кафе работают, мы сейчас ехали, пустые кафешки открыты, красота вокруг, ну, в общем, зачем я рассказываю? Сейчас просто это все покажу. Вот. Машин на парковке. Вот огромная парковка впереди. Огромная парковка. Ну, парочку машин стоит. Причем что-то мне подсказывает, что половина из этих машин, ну, не совсем принадлежит рабочим, а каким-то их начальству рабочему. Потому что как вчера вечером эти рабочие разъезжаются на автобусах, мы видели. Это печальное зрелище. Вот. Продолжаются стройки. Тут все в стройках. Учитывая, что район абсолютно пустой, вот действительно это сейчас как одна гигантская стройка, и стройка эта продолжается, то есть расчет на то, что когда-то здесь будет огромное количество туристов. Но я думаю, у Дохи это получится. Главное им сейчас как бы не исправить множественные ошибки, которые у них пока присутствуют, построить как минимум туалеты на пляжах. Может даже разрешить алкоголь в каких-то случаях. Ну, как бы он, наверное, где-то все-таки здесь алкоголь есть, я подозреваю. Ну, в общем, ну да, алкоголь не главное, фиг с этим алкоголем, как бы. Ну, ладно, сейчас мы покажем вам эту красоту безлюдную. Вот она. Вот это красота. Хоть первое упоминание о поселении на месте нынешнего Лусаил и датируется 1908 годом, но никакого города здесь толком не было. В 2002 году правительство Катара выпустило постановление, согласно которому Лусаил и его пригородные зоны стали первыми районами страны, где иностранцы могли бы владеть недвижимостью. Но самый мощный толчок к развитию этой территории дала, конечно же, победа катарской заявки на право проведения чемпионата мира по футболу. Вот я сейчас прогуливаюсь по шикарной четырехполосной дороге, которую сделали специально для того, чтобы здесь ездили машины, которых нет. Просто вот мы сейчас гуляем по пустой четырехполосной красавице. Все это чуть-чуть напоминает какой-то Чернобыль без радиации. Ну, не Чернобыль, конечно, потому что все вокруг новое, красивое. Но такое впечатление, что здесь были люди, которые вдруг почему-то это место покинули. Но покинули не потому, что закончился чемпионат мира. Вот. Здесь работают вот светофоры. Вот, сейчас, например, я должна стоять и ни шагу не сделать с места, а ждать, когда все эти машины пронесутся.
Первоначальные планы предполагали, что население нового населенного пункта будет наполовину иностранным. На 250 тысяч арабов будет приходиться еще столько же иностранцев, занятых в коммерции, логистике и бизнесе. Новому бизнес-центру готовили судьбу пригорода Дохи, ведь до административного центра Катара не более 20 километров очень хороших дорог. Здесь даже есть остановка трамвая, потому что трамвай здесь пустили, но, видимо, пустили и потом закрыли все это дело, потому что, вот, рельсы перекрыты. Но климатизированные остановки, вот они. Вот рабочие. Вокруг одни рабочие ходят. Как там, под старою телегою рабочие лежат, слевеют губы с холода, но губы шепчут влад. Через 4 года здесь будет город-сад. То есть, или это метро? Кстати, мы никак все еще не попадем в метро. Или это метро, или это тоже какая-то... Непонятно, что это. О, а тут прям, смотри, как сколько людей. Самое людное место мы нашли. Сам город подразделяется на 19 тематических районов с узкой специализацией. Кстати, уникальность Лусаила еще и в том, что проект создан и реализован в соответствии с особенностями ландшафта и рельефа местности. Жемчужиной Лусаил и главным ее украшением, конечно же, является стадион, принявший Мундиаль. Специально для удовлетворения нужд болельщиков сюда подтянули ветку Дахийского метрополитена. Ее длина превышает 100 километров. И на всякий случай продублировали железнодорожными путями, по которым в челночном режиме ходят высокоскоростные поезда с системами охлаждения и обеззараживания воздуха. Не стоит забывать, что этот чудо-город расположен в условиях пустыни, поэтому городские здания и великолепная инфраструктура нуждаются в постоянном охлаждении. Это реализовано при помощи подземной сети трубопроводов протяженностью почти 200 километров. Итак, красивую сторону Лусаил я вам описала, а теперь давайте посмотрим на обратную сторону и что увидим? Рабский труд десятков тысяч мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Филиппин, которые вынуждены были трудиться в жутких условиях, на жаре в 50 градусов. Индусы и пакистанцы статистику не вели, но Минтруда Непала заявляет, что с 2010 года на катарских стройках погибло свыше 2000 рабочих из этой страны, а многие другие вернулись домой инвалидами. Вот, все еще у них воспоминания о чемпионате мира в 2022 году. Везде символику можно встретить. Уже прошло 2 года практически, а они все еще помнят о том, что у них был чемпионат мира. Ну, собственно, благодаря чемпионату мира здесь начало что-то строиться. Ну, я думаю, здесь строилось, конечно, но именно благодаря чемпионату мира Катар стал становиться туристическим. Смотрите, чем заняты работники. Они вот здесь делают такую инсталляцию, какие-то цветочки. Я не знаю, или они их делают, или разбирают. И вообще для кого все это? Я думаю, они это здесь все делают, потом этим сами же и любуются. Потому что вообще такое впечатление, что кроме нас и рабочих здесь точно никого. Да, они что-то тут устанавливают. В общем, все сосредоточены, все заняты работой. Кстати, Мундиаль давно позади, а рабочие из того же Непала, Пакистана и так далее все так же продолжают возводить эко-город Лусаил. Думаете, условия их труда как-то изменились? Нет, конечно. Очень дешевая рабочая сила – это главный ключ к созданию великолепных городов будущего в арабском мире. Небезызвестная дубайская Бурдж-Халифа была построена именно трудом таких же работяг. Причем им платили такие копейки, в которые человек из нашего с вами мира даже не поверит. В общем, это все напоминает какую-то компьютерную игру.
декорации к компьютерной игре. И в этой игре принимаю участие я, Эдик с Наташей, и сотни рабочих из Пакистана, Филиппин, всякого Бангладеша, Непала и так далее. Вот так. Вот, пожалуйста, доказательство того, что здесь будет город-сад. Уже подвели эти шланги, и будут здесь высаживать цветочки. В 2022 году мы побывали на городской свалке золотого города Дубай. Знаете, чем примечательна эта свалка? Там живут те, чьим трудом Дубай построен. Виновато ли в такой ситуации правительство ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии? Оставлю этот вопрос открытым, но знаю точно, правительство стран, граждане которых согласны жить и работать в подобных условиях, виновато однозначно. Все мы приехали. О, вот. И здесь да, упражниться. А колючая проволока? Да. Да, там совсем. А, нет. Нет, там еще нормально. Да, и все это дело убирается вот в свалку. Ну не шейх уже свалкой дышать. Впереди надпись «I love you, Катар». В любом другом городе мира, стране мира, тут бы толпились желающие сфотографироваться. Но в Катар этой очереди вы не увидите. Потому что, я думаю, пакистанцам не до любви к Катару. Им бы денег заработать и править домой. А из туристов только мы, и мы сейчас здесь фотографируемся, конечно же. Кстати, о чемпионате мира. Пожалуй, еще никогда страна-хозяйка чемпионата мира не сталкивалась с такой ужасной критикой и с таким количеством скандалов, как Катар. Складывается ощущение, что даже если бы Катар все организовал идеально, этот турнир все равно не вызвал бы позитивного отклика на Западе. Так называемые цивилизованные страны с Запада только и говорили о том, что соревнования необходимо перенести из Катара, что проводить его в таком месте противоречит моральным принципам. Почти все претензии сводились к одной простой теме – защита прав представителей ЛГБТ-сообщества. Не очень-то понятно, какое это имеет отношение непосредственно к футболу. Но шумиха была нешуточная. Тут мы заметили вопиющий случай. Что это такое? Рабочих много, но никто не поднял статую, которая упала. Падшая статуя удочки или кто это? Падшая статуя. Бедолага. И он от ветра упал. Ветер, кстати, офигенный. Да. А вот какая красота. Наливает каракчай. А вот мы с ним. Кстати, эти здания, они даже не заселены. Вот окна какие грязные. Все в песке. Вот так-то. Жить в этом отеле. Да, там какая-то дребедень полная пакистанцев. Какой-то склад в этих зданиях. У меня вообще впечатление, что это просто пустые коробки стоят. О, сейчас чуть-чуть. О! Короче, еще, все-таки это равнинная местность, очень даже. Ветра здесь адские, просто адские. Сейчас чуть утих, а вообще местами прям сносит с ног. Идти невозможно. А? Так что это называется, мы приехали погреться в Катар.
Нет, ну здесь тоже жара. Вот сегодня вообще прохладно. Сегодня 24 градуса и адский ветер, адский. Пальмы бедные сгибаются. В этой стране вода дороже бензина. И вот такое расточительство. Куда это годится? Для кого эти фонтаны? Спрашиваю я вас. Да, в общем, кто соскучился за коронавирусом, ну не за самим коронавирусом, а за вот этой пустошью коронавирусной, добро пожаловать в Катар, а конкретно в Лусаил район. И здесь вы получите массу приятных воспоминаний о пустых улицах, закрытых магазинах. Вот такая вот петрушка. Здесь очень много. А еще здесь очень много странных работников. Вот, например, вот этот парень в зеленом, рядом с ним парень в синем. Ну, они здесь сидят повсюду и что-то охраняют. Что конкретно? Может, он охраняет свой стул, на котором он сейчас стоит, правда, уже сидеть, видимо, надоело. А там еще один слоняется вон впереди. Просто ходят люди вокруг одного места, как вокруг какой-то точки. И что-то они охраняют. Или просто ходят. Для чего они здесь? Один человек... Секретные материалы. Один человек, мы видели, как он охранял клумбу, еще не засаженную. То есть будущая клумба. Видно, что там они планируют сажать цветы или просто траву. А он прямо сидит и ее охраняет. Мы даже решили... Идемте на красный, что мы? Да вот идемте мы в этот зайдем. Мы даже решили, что он работает ожидальщиком начала посадки клумбы. Потому что там охранять вообще непонятно. Этот, мне кажется, охраняет вход в метро. Да. И так многим, да. Вот часто встречаются такие странные рабочие позиции. Да, его, видимо, здесь еще поставили, когда здесь была стройка в разгаре, сказали, охраняй, чтобы никто не украл кирпичи. Он сидел, и стройка закончилась, все разошли. Его не увели, он так и сидит. Домой не хочется возвращаться. Здесь хоть и ветрено, но все равно хоть как-то, может, даже кормят. Интересно, да, сколько здесь стоит аренда этого магазина, возле которого нет никого. Но магазин открыт. Детские игрушки. И впереди Starbucks. Мы в него, наверное, сейчас зайдем. Аренды нет. Может, да, а может, они аренду не платят, я не понимаю. О, смотри, Креветки здесь поесть можно. Да, вот Starbucks тоже открыт, идемте. Вот здесь даже ресторан есть. И есть туалет. Тут целые детские комнаты. Туалетов столько. Все чисто и ни души. Нормально вообще? Нет карак-чая. Хотели попить карак-чай. Очень крутая вещь. Во всех этих арабских странах я подаю. В Старбаксе нет. Там что-то тоже вроде бы открыто напротив. Причем продавец из Старбакса на нас с такой надеждой смотрел. Люди! А люди спросили карак-чай и ушли. Короче, ресторан как метро откроется в 3 часа дня. Вот этот вот. Метро, да. Вот. Мы хотели здесь попить карак-чай. А здесь нальет, да? Тоже в 3 часа здесь нальют?
тоже все время залажу смотреть. Местный каракчай. Вообще вещь отличнейшая. 36 и 6 за 2 кусочки. 36, 3 чашки, это умножить, это разделить. 10 евро, что ли? Не, подожди. 36 раздели, ну считай, да. 10 евро? Не, меньше. Не, меньше. Как-то слишком мало мы заплатили за это. 3 чая настоящих, карак-чая. Не бурда, которая здесь продается в порошке. Стоит 10 евро. А народ постепенно собирается в карак-чаечный. Смотри, люди приходят. Любители карак-чая. Да? Ну да. А вот один из символов, новых символов Катар. Как сказал бы классик, стадион так стадион. Стадион Айконик. Вообще, здесь очень много стадионов построили. И прям один краше другого. Но это считается вроде как самым знаменитым. Почему? Ну давайте, Эдик не хочет идти пешком, говорит, давайте возьмем машину и подъедем к стадиону. Я бы еще посмотрела там вот жилые дома, мне интересно посмотреть, потому что здесь все-таки в этом районе живут люди. И мы только что сидели, пили карак-чай, и зашли прям местные арабы. Несколько семей прям зашли, сидели, пили карак. Ну очень вкусный карак-чай, просто всем, кто не пробовал, очень рекомендую попробовать. В Дубае очень хороший карак-чай тоже. Вот тут, кстати, с правой стороны опять загадочный охранник сидит. Что он охраняет? Непонятно. Вот я говорю, по всему городу расставлены странные люди в зеленых курточках, которые что-то охраняют. От кого? От кого он это охраняет? От таких же работяг. И смотрите, вот эти 3D панели везде интерактивные. Для кого они? Вот чтобы понимать, какой здесь ветер. Разлетелись стулья. Ну, я думаю, какой ветер можно понять со звука, потому что, я думаю, слышно, как ветер шумит ужасно. А еще смотрите, как здесь все светит. Не экономят. Вот светятся столбики, обозначающие парковку. Вот. Такие парковки огромные возле стадиона этого, который вот построили к чемпионату. Ну и все. По сути, Потемкинская деревня. Не, оно не Потемкинская деревня, все-таки он принимал чемпионат мира, этот стадион. Но такое впечатление, что на этом жизнь его остановилась. Потому что дальше-то что? А он как в стройке. Ничего не понимаю. Они там что-то строят? Ну это что-то другое, Какая-то башня, да. А где этот стадион? Да. Теперь перед этим стадионом вот такой огромный полигон, в который мы просто въехали машиной. Но вернемся к скандальному чемпионату мира. Всем известно, Катар – это строго мусульманская страна. Организаторы турнира и так во многих вопросах пошли навстречу ФИФА. Но с чего это вдруг катарцы должны были отказаться от своего религиозного уклада?
Но Запад, видимо, лучше знает, как и кому жить и какие ценности важнее. Катар же не стал подчиняться и запретил ношение капитанами команд радужных повязок, заявив, что у Катара свои традиции, которые нужно чтить, раз уж турнир проходит именно в этой стране. Вместо того, чтобы сосредоточиться на футболе, бывшие хозяева Катара, британцы, которые, видимо, до сих пор не оправились от потери такого жирного пирога с нефтью и газом, закатили скандал. В общем, рассказывать о поведении цивилизованного мира на этом чемпионате можно долго, но факт остается фактом. К сожалению, чемпионат мира в Катаре во многом вошел в историю не только борьбой футболистов, а борьбой с Катар. Вот там трамвай стоит, который сейчас едет с одного района этого Лусаила в другой. То есть кто-то пользуется трамваем все-таки здесь. Еще мы заметили, что вообще очень во многих местах в Дохе, например, в нашем отеле, нет специального автомата. Когда ты заезжаешь на парковку, просто нажал на кнопочку, поднялась, вернее, нажал на кнопочку, приложил карточку, и шлагбаум поднимается. Здесь этого нет. Здесь стоит специально обученный человек. Он открывает и закрывает этот шлагбаум. Вот сейчас мы его увидим. Но тут очень много странных профессий, кстати, которые, мне кажется, просто... да, вот он сейчас, я не буду его снимать, он нам рукой помахал. Парень там такой чернокожий. И мы уже думаем, возможно, установить автомат, к которому будешь прикладывать карточку, чтобы открылась шлагбаум, чтобы открылся, но это стоит дороже, чем устроить на работу этого человека. Видимо, дорого он не берет за свои услуги. Вообще, конечно, очень дешевые рабочие силы здесь пруд-пруди. И в отличие от Дубая того же, здесь много таких людей, которые прям видно просят деньги. Ну как, не просят, но что предлагают, какую-то чепуху продают. Вчера нам какой-то индус продавал, не индус, непонятно кто это был. Какой-то вообще, мы вообще не поняли, что он нам хотел продать. Мы просто ему дали денег и поехали дальше. Вот. Но мы ищем себе приключения, как без этого. Приехали в Катар Тауэр, самый знаменитый катарский отель, местную Бурдж-Халифа, так сказать. Прочли в одном месте, только в одном, что здесь можно подняться наверх, там обзорная площадка, и можно там выпить кофе. Но я больше нигде этого не читала, только в одном месте прочла. И вот мы приехали, попали на парковку этого отеля. Разобраться очень сложно, где мы здесь можем парковаться, мы так и не поняли. Ну, запарковались там, где гости отеля паркуются. И сейчас попробуем подняться наверх. Надеюсь, у нас это получится. Вот. Хотелось бы, потому что вид сверху должен быть очень красивый. Надеюсь, сейчас нас отсюда не погонят, как вшивых собак. Не знаем, конечно, во что нам выльется эта авантюра. Можно ли сюда заходить? Не, ну заходить, конечно, можно. Вдруг мы хотим номер снять. О, какие красота, а? Какая красота. Заехать. Ну, не попадем наверх, до какой цари в какой красоте проедемся. Мягкий лифт, он мягкий. Как это, диван. Помогли посидеть. О, мама родная. Какая краса. Вот, смотрите, даже если мы не попадем наверх, мы попали сюда.
сказала, там алкоголь. Ну, все, это в корне меняет дело. Какая-то бухлишечка там. В общем, зашли мы не зря сюда. Все мы выяснили. Сегодня закрыто, но завтра мы повернемся сюда и поднимемся на самый верх. Завтра будет там И будем открыто. бухать. Здесь даже наливают. Алкоголь в смысле. Так что вот так. А пока месть. Так что хорошо, что зашли. Теперь мы знаем. Завтра можно красиво одеться. И заедем в паркинг. Заехать в паркинг. Какая здесь люстра висит. И отправиться завтра можно туда, где сегодня закрыто. Правда ведь будет красиво? Как красиво здесь. Все-таки арабы умеют красиво, делать все красиво. Строить красиво. А с другой стороны, вот посмотрите, да, вот этот шикарный отель, в котором мы только что были, грязнючие окна. Вот это какая-то картотека или архив, что там такое внутри. Ну, где-то... Треснутые окна. Да, треснутые окна. Не знаем. Посмотрим, что наверху завтра. Надеюсь, завтра нас уже пустят. Вот. Я себе вот такими вот видео напоминаю и блоги Илью Варламова, приходит и все обсирает. Это вопиющий случай. Вообще здесь два отеля. Название ни одного из них я не помню. Вот там один, в который мы только что заходили. И вот здесь второй. Они как два скрещенных меча между собой. Интересно, если нас во второй пустят. Вот это второй отель. Я название обоих отелей напишу, конечно. А, кстати, ночью, ну не ночью, а когда стемнеет, вот здесь очень красивая подсветка. Он переливается огнями. Ветер просто сносит с ног. Не, ну а на этой плитке я не шучу, на ней можно ноги поломать. И самому поломать. Самый презентабельный отель. Я думаю, возле Бурдж-Халифа мы бы такое не увидели. В общем, уезжаем мы сегодня, на сегодняшний момент с этого отеля, чтобы обязательно вернуться. Короче, мы еще не ушли. Мы нажали на первый этаж и поехали не... И поехали не в этот, не в гараж, а куда-то уехали. Поехали на первый этаж этого отеля. Ну, будем посмотреть, что здесь. А дверь какая? Какая дверь, а? Великанье. Арабская ночь.
Весь туалет можно сходить. Приглашаю вас в туалет. Отправила Эдика в мужской туалет, пусть поснимает. Что это такое? Я помыла руки, там так мыло хорошо пахнет. Вот такая красота. Вот, зашли сегодня еще поесть в этом, в дорогом районе города. Артишоки, кебаб, лосось. Вот такие салатики у Эдика, 2 кебаба, рис, кофе, вода. Кстати, вода здесь не дешевое удовольствие. Кофе. И за все мы заплатили 41 евро. Ну, как бы нормально, учитывая, что мы все-таки в Дохе. В предыдущих роликах я вам рассказывала краткую историю Катара, о том, как из племен появилось процветающее государство. Но хочу рассказать еще про одно знаковое событие в истории этого полуострова. 5 июня 2017 года почти все соседи Катара объявили полный разрыв дипломатических отношений с Катаром. Эти события сегодня называют катарский кризис. Причиной стало то, что правительство Катара обвинили в поддержке запрещенных, сами понимаете, каких группировок. Были введены не просто санкции, а полная блокада, закрытие всех дипломатических представительств и высылка всех дипломатов. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Ливия. Если посмотреть на карту, это все соседи вокруг, кроме Ирана. Вообще мне ужасно нравятся вот эти 2 здания. И вот это. Здесь небоскребы очень оригинальные. Но главная оригинальность – это их подсветка. Ну, тут метро есть, можем зайти посмотреть. Правда, мы еще не гоняли на метро здесь, но в планах тоже это есть. Пока мы сюда зашли, мы прошли несколько коридоров. Ну, сегодня мы в метро не пойдем. Да. Ну, коридоры такие длинные. Прежде чем попасть в метро, мы просто ходили по подземелью. По чистому подземелью. Мы приехали опять на эту улицу, на этот бульвар, по которому мы сегодня гуляли. Мертвый город. И он такой же мертвый, только его рассветили красиво. Он подсвечен. Впереди эти башни таким нежно-синим цветом. Мы останавливаемся на светофоре. Вот так. Здесь красиво очень вечером. Только что проехали через этот стадион, он тоже очень красиво рассвечен. Ну, может, мы сейчас к нему еще и подъедем. А светофор нас держит из-за того, что вот сейчас будет дорогу переезжать нам трамвай. Вот, пересекает. И трамвай пустой. Вот, он пустой, он просто едет, но он здесь ездит. Вот сейчас мы ждем, когда он проедет. И двинемся в путь.
Trasa je připravená. Jedeme. Po 200 metrech odbočte vlevo. A potom odbočte vlevo. В общем, место, на котором мы сегодня начинали свой день, здесь мы его сегодня не закончим. И опять мы здесь одни. Ветер безумный, просто безумный. Он впереди 4 башни с акулами. С акулой, господи, с акулами. Остановка светит, как новогодняя елка. Вот, подсвечено, все нормально. Но зайти в нее нельзя, потому что она, скорее всего, и не работает даже. Не для кого. Ну, попробуем зайти. Нет, тут написано. А, точно. И вот какие здесь красивые вот эти 3D панели. Прикольно вообще. Прелесть. Кстати, вот это все. Ой, какой ветер. Это все климатизация. Там продолжает 3D этот лев. 3D лев. Лев Чандр. И вот представьте. Никого у льва Чандра. Ну а впереди акула, к которой мы сегодня тоже уже подходили. Сейчас мы к ней подъедем. Odbočte vpravo. Po 200 metrech Такая подсветка везде odbočte красивая. vpravo. A Ну, парочка идет. Арабская. А что-то... А. Вот набережная, по ней сегодня мы гуляли тоже в одиночестве. Вот вечером она выглядит точно так же, как и днем, только темно. Не темно, а только нет солнца, зато как все светло, как все светится. Да, и все это вот в данный момент для меня одной. Ну, не для меня, сзади Эдик идет. Могут себе позволить такую красоту, такую роскошь. Как там все горит. И только что мы видели, как привезли автобус с рабочими. То есть одних увезли, других привезли. Сейчас они тоже работать продолжат. То есть работа здесь кипит 24/7. Но будет зато красиво. Кстати, днем фонтан этот не работал, сейчас работает. А работает, потому что он с подсветкой. Днем, то есть, не было бы видно эту подсветку. Ночью страна, в которой вода на вес золота. Ночью пускают фонтан, который никто не смотрит. Вот. Что нет, ну смотрят, вот рабочие смотрят. Я пришла, смотрю. Эдик смотрит. Надпись I love you, Катар. И акула. Акула, кстати, очень красиво подсвечена. Там какие-то новые инсталляции делают. Что это такое будет?
Ну, короче, работа здесь реально кипит. Люди работают и ночью, и днем, и на жаре 50 градусов. А сейчас вот в данный момент, например, прохладно. Ну, для Катара это, наверное, вообще мороз лютый. 18 градусов. И ветер. Ну, сейчас тут ветер чуть утих. А только что мы были там на бульваре. Прям с ног сбивал ветер. Это вообще ветер ужаснейший здесь. Вообще, я, конечно, уверена, что придет время, и здесь будет очень много людей. А мы сейчас в уникальное время здесь, уникальные кадры снимаем. Когда-нибудь мы их будем пересматривать и не верить своим глазам. Вот, а люди работают. Люди работают. Вот, клянусь, здесь только мы и вот работники. Работники в такой красоте. В такой, какая красивая эта акула ночью. А эти цветочки, которые они сегодня устанавливали, они тоже с подсветкой. Вот цветочки. Пальмы подсвечены. Все, это все, блин, это все. Это все невозможно, как красиво. Кстати, мы ушли, а здесь началось шоу. Блин, вот этот фонтан. Там какое-то на нем лазерное шоу для вот работников. Потому что вокруг фонтана никого нет. Вообще. Вот такие чудеса здесь происходят в Катар. То есть, представьте, это все еще не готово. Это все еще так. Я думаю, рано или поздно здесь, конечно, будет вау. Ну и уже вау. Да, фонтан, наверное, уже закончил свое шоу. Мы не успели. Но ничего. Зато посмотрели акулу. Нет, оно что-то продолжается. Просто я не могу понять. Они настраивают что-то, да? То есть вот что-то настраивается, подстраивается. Ну, на этой сказочной ноте сегодняшний день можно заканчивать. Мы любим Катар. Абсолютно согласна с тем, что здесь написано. И завтра будем гулять дальше по Катару. А сегодня уже мы едем. Там тоже что-то светится. Вон там. Где? Ну, мостик этот. Так, а сегодня мы уже едем домой, к нам в отель. Мы купили себе вкусняшки в магазине. Вот. Кстати, разница такая небольшая с Чехией, всего лишь 2 часа, что очень удобно. Но вернемся к блокаде Катара. Все соседские страны закрыли свои границы для транзита всех грузов в Катар. Закрыли даже воздушное пространство. Для понимания ситуации, Катар — это очень маленькая страна в Персидском заливе. Здесь ничего не производят. Сухопутная граница есть только с Саудовской Аравией, а морская всего с несколькими странами. И все они объявили полную блокаду. Все, кроме Ирана.
Но экономика страны не пошатнулась ни на грамм, и Катар выдержал все давления, которые на него оказывали. Миллиарды нефти и газа долларов помогли закрыть дефицит всех товаров внутреннего потребления. Местное население на себе катарский кризис вообще не ощутило. Самая большая сложность была в перелетах. Все самолеты делали большой круг через Иран. Спустя год кризис стал утихать, и в 2021 году, через 4 года, был подписан договор о перемирии со всеми странами. Куда мы едем? Вот такая красота была нами найдена. Вообще все сидят внизу,